Эта женщина попала в заголовки новостей на прошлой неделе благодаря своему невероятному открытию в своем новом саду. Она купила дом и переехала в него, но без ее ведома на заднем дворе был зарыт огромный военный бункер. Это было огромное сооружение из металла и бетона, которое пролежало в земле много лет. И, что любопытно, это было даже не самое странное, что они обнаружили, потому что то, что они обнаружили внутри бункера, было поистине невероятным. Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Нравится», не забудьте подписаться и нажать колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Во время переезда и осмотра дома супруги заметили, что пол в кладовой кажется пустым, но агент сказал им, что это из-за того, что под ним находится кладовка. Но во время уборки они обнаружили, что металлический люк под шкафом все еще стоит там. Несмотря на то, что это вызвало у Линдси жуткое чувство и волосы на затылке встали дыбом, это заинтриговало ее. «Что бы это могло быть?» — спросила она Флинта, когда они отправились на разведку. Вскоре они поняли, что шкаф использовался для того, чтобы спрятать люк, потому что предыдущие владельцы забрали всю остальную мебель с собой. Все, кроме шкафа и ковра под ним. Пара сочла это странным, но теперь они нашли причину, стоящую за этим. Линдси и Флинт были заинтригованы и подумали, что пришло время выяснить, почему предыдущие жильцы прилагали столько усилий, чтобы сохранить это в тайне. Совместными усилиями пара смогла отодвинуть шкаф в сторону, открыв цельнометаллическую заслонку, которая оказалась канализационным люком. Линдси и Флинт переглянулись, гадая, что может быть под ним. «Возможно, это подвал», — предположила Линдси со смесью надежды и страха в голосе. Ей не нравилась мысль о неизвестной комнате под ее домом, но то, что они найдут, было совершенно другим. Пара схватила крышку люка и осторожно сняла ее. Они заглянули в дыру, и мысль о том, что это погреб или тайный склад вина, быстро улетучилась. Яма уходила в землю примерно на 30 метров вглубь. На краю ямы висела старая ржавая лестница. Линдси не была уверена, что она выдержит их, но этот вопрос не давал им покоя. Линдси и ее муж никогда раньше не видели ничего подобного. Яма была такой глубокой, что они даже не могли как следует разглядеть дно. Это напугало Линдси, но ее мужа, наоборот, заинтересовало. Он опустился на колени, просунул голову в яму и закричал. Они еще долго слышали эхо его голоса. «Ладно, давайте посмотрим, что там внизу», — сказал он, собираясь. Сначала Флинт присел на край и осторожно поставил ноги на ржавую лестницу. Отверстие было узким, но ему удалось пролезть в него и спуститься. Лестница заскрипела под его весом. Кремень. Линдси только наблюдала, а у нее уже началась клаустрофобия. «Я остаюсь здесь», — сказала она дрожащим голосом. Линдси была бы глазами и ушами на поверхности. Таким образом, она могла бы помочь, но не подвергать себя опасности. Флинт медленно дышал и старался сосредоточиться, спускаясь по лестнице. Было почти совсем темно, поэтому он передвигался в основном на ощупь. Затем появился луч света. «Видишь что-нибудь, малыш? Это винный погреб или что-то еще?» Линдси позвала его, посветив вниз фонариком. Благодаря свету Флинт увидел, что находится почти внизу. Он двинулся немного быстрее, ему было любопытно, что он там найдет. Флинт перепрыгнул последние несколько ступенек, и его приземление эхом разнеслось по темному пространству. Он сразу понял, что для продвижения вперед ему нужен фонарик, и попросил его у жены. Его глаза расширились от удивления, когда он осветил пространство и увидел длинный туннель. Куда это привело? «Может, нам стоит позвать на помощь?» — предложил он, и Линдси согласилась. Она позвонила своему брату, который немедленно приехал, заинтригованный их историей. Флинт остался в туннеле, а Линдси и ее брат Карл последовали за ним по поверхности. Они поддерживали связь с помощью старых портативных раций, и пока Флинт двигался по туннелю, Линдси и ее брат в конце концов вышли из дома и оказались в саду.
Как и думал Флинт, он нашел доказательства, подтверждающие его идею. Он посветил фонариком на потолок туннеля и увидел длинный желтый электрический кабель, идущий по нему к источнику света. С каждой минутой это становилось все интереснее. Он поделился этой захватывающей находкой со своей женой и Шурином, и они слушали его с изумлением. Они представляли себе его окружение, не подозревая, что скоро присоединятся к нему там, внизу. Линдси и Карл молча осматривали землю в поисках каких-либо признаков электрических кабелей, и тут она услышала это. Сквозь землю донеслись тихие шаги и приглушенный голос Флинта. «Мне кажется, я стою прямо над тобой!» — крикнула она, глядя вниз на землю. И тут она увидела это. Маленький кусочек бетона, торчащий из дерна у нее под ногами. Это была часть туннеля? Это был выход? Это? Линдси опустилась на колени, чтобы поднять предмет, но он застрял. «Подойди, посмотри на это», — позвала она брата. Карл подбежал, и они начали копать вместе. Флинт, приглушенно кричавший внизу, крикнул: «Я вижу свет!» Во время раскопок они обнаружили туннель и Флинта, стоящего наполовину погруженного в темноту возле большой железной двери. «Я не могу открыть ее один», — сказал он. Карл без колебаний спрыгнул вниз, и Линдси немного поколебалась, прежде чем последовать за ним. Оказавшись в туннеле, Линдси была поражена тем, что обнаружила под своей собственностью. Они добрались до двери и с большим трудом открыли ее. За ней оказалась комната, которая намекала на таинственное прошлое. Что это за место? Линдси задумалась вслух. Комната была заполнена личными вещами, журналами и стеклянными банками с этикетками виски и рома, датированными 1945 годом. Линдси была ошеломлена. Мог ли это быть бункер военного времени? Они осторожно продвигались вглубь, открывая новые комнаты. В одной из них их внимание привлек запертый чемодан. Линдси открыла его и обнаружила секретные документы с подробным описанием подводных лодок союзников 1945 года. Попади эти бумаги в руки врага, они могли бы изменить историю. Линдси поняла, что они наткнулись на нечто экстраординарное. При дальнейшем исследовании был обнаружен шкаф, заполненный прекрасно сохранившимися вещами, аккуратно сложенной одеждой, простынями и кобурами с оружием. Карл сказал, что здесь можно было бы разместить целый музей, когда Линдси начала составлять план. Им нужна была помощь, чтобы раскопать бункер как следует. Выйдя на улицу, Линдси позвонила своему новому соседу, который владел строительной компанией. Он был заинтригован и вскоре начал помогать в раскопках. Несколько дней спустя троица была напугана громким хлопком. Поспешив на разведку, они обнаружили на краю сада наблюдательную вышку. Когда все было расчищено, они рискнули войти внутрь и были поражены. Оборудование было в идеальном состоянии. Гигантские бинокли, документы и даже зенитные орудия были сохранены из-за недостатка света и кислорода. Башня стала центральным элементом их замысла по превращению бункера в музей. Пара представляла себе смотровой купол с видом на дюны в качестве главной достопримечательности музея. Линдси отметила, что, как и тогда, все, казалось, шло по плану, но они не подозревали о трагическом будущем, ожидающем их. В конце концов, бункер был полностью раскопан и готов к приему посетителей, но оставалась одна проблема — вход. После долгих размышлений они решили превратить оригинальный люк, через который входил Флинт, в главный вход, чтобы посетители могли по достоинству оценить его работу. Недели напряженной работы принесли свои плоды, и музей, наконец, открылся для публики. Поначалу Линдси и ее семья управляли музеем неполный рабочий день, но по мере того, как он набирал популярность, это стало их постоянным занятием. Они вложили в это все, даже переехали из своего нового дома. Но однажды утром Линдси с ужасом обнаружила пропажу нескольких предметов.
Опустошенная семья временно закрыла музей для проведения расследования. Они составили список украденных артефактов, документов, старинных бутылок и военных памятных вещей и сообщили о краже в полицию. Когда прибыли полицейские, Линдси с растущим беспокойством объяснила ситуацию, тем более что музей не был застрахован. Полиция пообещала провести расследование и запросила зацепки, но у семьи ничего не было. Затем Линдси вспомнила о журнале посещений. Это было немного, но это было начало. Вместе они просмотрели каждую страницу, вспоминая лица прошлых посетителей. Внезапно Карл воскликнул: «Я помню!» Группа людей проявила необычный интерес к некоторым предметам, которые теперь пропали. Это стало их первой реальной зацепкой. Карл повторил маршрут, по которому он водил подозрительных посетителей, и они стали искать пропущенные знаки. След привел к месту, где было выставлено большинство украденных предметов. Внезапно Линдси заметила небольшую щель в стене. При ближайшем рассмотрении они обнаружили потайную дверь, которая вела за пределы бункера. Неподалеку они обнаружили карту расположения бункера. Потрясенные, они поняли, что вор хорошо знает бункер, что вызвало опасения по поводу нового ограбления. Они скопировали карту и передали ее полиции, но опасения, что вор все еще может находиться внутри, возросли. Они тщательно обыскали бункер и в конце концов решили, что он пуст, хотя беспокойство не покидало их. На следующее утро Карл пришел пораньше, чтобы проверить ловушки. К их удивлению, несколько из них сработали, но не было никаких признаков взлома. Это открытие наводило на мысль о дополнительных потайных входах, что усиливало их разочарование. Как они могли обеспечить безопасность музея, если вор мог приходить и уходить незамеченным? Линдси задумалась вслух. Несмотря на ее предложение снова позвонить в полицию, Флинт и Карл не согласились. «Это наша проблема», — сказал Флинт. «Мы знаем бункер лучше, чем кто-либо другой. Мы можем справиться с этим сами». Хотя Линдси и успокоилась, она не могла избавиться от растущего беспокойства о том, что может произойти дальше. Линдси взглянула на мужа и брата, чувствуя себя увереннее. Это была их проблема, которую они должны были решить. Пройдя по следу вора через ловушки, они обнаружили потайную комнату, подтвердив, что вор знал о бункере все. Но как? Понимая, что закрытие музея может спугнуть вора, они решили вновь открыть его. Делая вид, что все в порядке, они тайно разработали план. План! Им пришла в голову одна идея – остаться на ночь, чтобы поймать вора на месте преступления. Вооружившись фонариками и портативными рациями, они заняли стратегические позиции по всему бункеру. Их сердца бешено колотились в предвкушении. Шли часы, и усталость взяла свое, но Линдси проснулась от звука тихих, крадущихся движений. «Кто-то идет», – прошептала она в свою портативную рацию. В темноте появилась темная фигура, которая забирала вещи. Это был тот самый момент, которого они так долго ждали. В воздухе повисло напряжение, когда они подошли к вору и направили свои фонарики ему в лицо. На лбу у него блестел пот. «Разве мы вас не знаем?» – спросил Флинт. Линдси и Карл поняли, что это был Адам, бывший сотрудник музея, который помогал раскопать бункер. Потрясенные, они пытались осознать это предательство. «Зачем ты это сделал, Адам?» Линдси явно была разочарована. Адам сел, обхватил голову руками и зарыдал. Он признался, что финансовые трудности довели его до отчаяния. Его голос дрожал от сожаления, когда он признался в своих действиях и извинился. Эта ситуация вызвала у Линдси, Флинта и Карла смешанные чувства. Они решили не привлекать полицию, согласившись, что Адам может вернуть все украденные вещи. Хотя и были разочарованы, они поняли. Адам оказался в сложной ситуации и хотели дать ему шанс загладить свою вину. Адам, охваченный недоверием и эмоциями, спросил: «Ты бы сделал это для меня? Даже сейчас?» Он пообещал все вернуть и пригласил Флинта сопровождать его в качестве доказательства своей искренности.
Как только экспонаты были возвращены, троица приняла меры по обеспечению безопасности музея, установив высокотехнологичные камеры и ужесточив правила посещения, чтобы предотвратить кражи в будущем. Тронутая раскаянием Адама и его знаниями о бункере, троица предложила ему новую работу в качестве экскурсовода. Несмотря на его действия, они признали его вклад в раскопки. Глубокое понимание Адамом истории бункера придало экскурсиям уникальный, увлекательный характер, обогатив впечатление посетителей. Это трио организовало грандиозное открытие, чтобы отпраздновать жизнеспособность музея. На мероприятии были представлены найденные артефакты, новые меры безопасности и экскурсии с гидом, а также презентации об историческом значении бункера. Открытие прошло с оглушительным успехом и собрало большое количество людей. Посетители высоко оценили роль музея в сохранении местной истории, а также активную общественную поддержку. Связь музея с общественностью укреплялась по мере увеличения числа посетителей и искренней признательности за работу музея. Усилия трио. На этом признание не закончилось. Линдси, Флинт и Карл получили награду от местного правительства за их приверженность сохранению истории. Церемония стала моментом гордости, свидетельством их упорного труда и целеустремленности. Путь от открытия бункера до превращения его в процветающий музей был полон трудностей, но настойчивость этого трио воплотила их видение в реальность, создав наследие для своего сообщества и прославив историю.